Где деньги, где деньги? Сейчас папа все расскажет, где деньги. Друзья мои, мы наконец-то прибыли на то самое место, в котором я подробнейшим образом расскажу, куда я инвестирую уже много лет и в какие вообще, в принципе, проекты. Не только это место, а во все вот подобное. Как вы знаете, блогеры, стримеры, вся вот эта вот шушера, они очень много зарабатывают, и непонятно, что куда девается. Лучшая и самая любимая машина S222. Честно, короче, 222 мне кажется, правильно? что да. А вот рядом стоит вот Lamborghini, это Aventador? Дальше ты, получается, купил вот этот вот Rolls-Royce. Вот, смотрите. Ты приехал сюда на 3 машинах? Приходится просто иногда. А куртку купили вот сейчас в Дубае. Артем обычно оплачивает все. У меня он обычная камрюха машина, то есть выполняющий автомобиль все мои потребности. Одеваюсь я по-обычному, мне тоже это особо кайф не доставляет. Я инвестирую во что-то подобное. Итак, дорогие друзья, мы находимся на стройплощадке, точнее у самого вот старта вот этой вот площадки. Здесь параллельно строятся 20 домов. Я являюсь инвестором этого поселка, и я думаю, вам стоит просто более подробно рассказать, что мы здесь делаем, как мы здесь делаем, ну и зачем, и где это вообще находится. Ну что ж, поехали. Дорогие друзья, мы находимся в самом эпицентре, можно сказать, сердце всей этой стройки. И на примере одного дома как раз мы покажем и расскажем, как он спроектирован, как он спланирован, а сколько соток, а сколько участков. И сам я в этом ничего не понимаю, вообще ничего не разбираюсь, так что просто позовем одну очень красивую девушку. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас как зовут? Меня зовут Екатерина. Меня Алексей. И я архитектор данного проекта. Всего проекта. Слушай, Кать, у меня, в принципе, один только вопрос. Давай, наверное, начнем с общих, да, каких-то моментов. Это сколько примерно соток участки? Потому что, наверное, это первый вопрос. Примерно, наверное, 5, 6, 7? Ну, вот здесь у нас получается 19 участков, и они примерно по 7-8. 7-8 соток, то есть идет. Плюс-минус. Но я думаю, что это более чем достаточно. Почему? Потому что, в общем-то, и ухаживать за этим участком гораздо удобнее будет, потому что огромные участки, я, допустим, по себе знаю, у матушки трава постригается просто систематически, эти 15 соток, это очень классно, это очень здорово. Почему именно такой проект дома? Почему вот вы выбрали именно эту идею и почему именно вот так вот, чтобы вот прям с эксплуатируемой крышей и вот так вот вообще все, как вообще родилась эта идея и почему вы на нем остановили вот свой взор? Ну, в общем, начнем с того, что ко мне обратился Владимир за проектом дома для коттеджного поселка на берегу Истринского водохранилища. Главное было создать современный функциональный проект, но в то же время, чтобы он гармонично вписывался в окружающую среду. Поэтому мы в архитектуре применили четкие ровные линии, современный стиль, минималистичный дизайн и, конечно же, панорамное остекление с видом вот на красоты Истринского водохранилища. Да, кстати, по поводу красоты-то всей, я думаю, что оператор у нас покажет, да, всю красоту из коптера, со всего остального, или уже ребята видели. Прямо за нами, да, получается, за домами будет Истринское водохранилище, да, там же закат. Насколько я знаю, да. Очень так круто, что закат, как раз люди могут с террасы вот с этой вот шикарной встречать закаты. Слушай, насколько большая терраса, допустим, если молодежь, кто-то из ребят или просто захотели тусовку организовать, так как крыша эксплуатируемая, да, то есть там будут поручни, сколько там примерно народу поместится, чтобы комфортно? Ну, слушайте, там где-то 75 квадратных метров. Сколько? То есть достаточно приличное место для тусовки. Можно неплохо тусануть на самом деле. Я предлагаю перейти в сам дом и посмотреть уже проектировку его и расскажешь коротко, да, что и как. Погнали! Опа, Егорка уже здесь. Так, ну что, вход, основной вход, да, я так понимаю? Да, это получается у нас прихожая. Здесь как раз таки будет размещен встроенный шкаф. Это очень удобно. Далее мы проходим и попадаем в техпомещение. Я не знаю, насколько оно будет вам интересно, но здесь будут
все коммуникации. Кстати, прошу обратить внимание уже на дверку. Да, тут уже как у меня в Гелендвагене в свое время. Твою мать, что здесь происходит? Извини меня, да? После прихожей мы попадаем в зону гостиной, столовой и кухни. Примечательно то, что здесь везде получается большое остекление, как раз таки с видами вот на пейзажи Истринского водохранилища. А здесь? Здесь кухня. То есть приготовил и сразу же здесь Да, вынес, сели, тут покушали. стоит стол красивый. Да. Слушай, ну вообще, по идее, здесь уже можно использовать в том числе и вот эту, да, зону, то есть поставить какие-то, Да, конечно, еще есть может быть, достаточно- столики летние, еще что-то. Да, тут уютная терраса, как раз таки можно будет поставить стол, мы можем выйти посмотреть. Да, пойдемте. А, слушай, ну здесь более чем достаточно места. Да, смотри. конечно, здесь можно и стол разместить, Чётенько, да. и лежачки. Лежачки бы я сделал на втором этаже, но это отдельно, да. Слушай, да, здесь столики вот идеально встанут, и, в принципе, в хорошую погоду, почему бы и да. Пойдемте дальше. Солнышко, ребята, я специально сюда приезжал, солнышко садится прямо вот на горизонте. То есть со второго этажа вид просто потрясающий. Погнали смотреть дальше. Так, мы заходим и попадаем в лестничный холл. В других вариантах, кстати, будет здесь еще остекление, то есть с первого по второй этаж, тут будет огромное окно. Далее мы попадаем, здесь у нас 2 спальни. Вот первая спальня, здесь, кстати, интересный момент, то, что этот дом уже сделан под определенного клиента, и он попросил... Убрать санузел, да, насколько я помню? То есть в других вариантах здесь у нас санузел и гардеробная своя. Слушайте, на самом деле, ребят, кто будет дома здесь брать, покупать или захочет, может быть, кому-то подарить, я рекомендую заранее все это оговаривать, да, потому что в момент стройки, то есть, чтобы ребята все это успели сделать. На самом деле не понимаю, почему решение принято убрать санузел с этого этажа, но, как говорится, хозяин барин. Ну, решили, что 2 санузла на дом это более чем достаточно. Как говорится, уже у каждого свой кайф. Итак, здесь просто маленькая гардеробная, да. То есть пришли, разделись, разулись, легли отдохнуть и в гардеробчик все закинули. Очень светло, мне, знаешь, что здесь безумно нравится? Вот эти вот вещи, то, что если вот... Здесь очень много света. Да. Очень много именно не искусственного света, то есть не надо вешать вот эти вот огромные люстры, еще что-то, а именно вот все максимально светло, предельно приятно и кайфово. Опять же, если мешает, допустим, свет, можно просто сделать где-то какие-то типа блокаут, и почему бы и да. Здесь у нас тоже 2 помещения, наверное, логично... Вот, да, здесь у нас общий санузел на этаж. Слушай, здесь, да, здесь на самом деле я бы поставил какую-нибудь, наверное, душевую, вот так вот, да, вот отгородил. Здесь сделал какую-нибудь зону как раз у окошечка, это где умыться, еще что-то, не знаю. Но здесь уже, как говорится, у кого какие задумки, но получилось бы... Дизайн-проекты, в принципе, здесь уже все разработаны, но здесь вот клиент решил как бы сделать по своему вкусу, и поэтому он будет отличаться от дизайн-проекта других домов. Так, здесь? Да, вот здесь еще получается 1 комната. Ее можно использовать и как кабинет, и как еще одну спальню. Гостевая, к примеру, тоже подойдет. Окей. Ну и самое, наверное, интересное у нас это 2-й этаж. Давайте как раз туда переместимся и посмотрим реальный весь кайф этого дома. Пойдем. Итак, поднялись мы на 2-й этаж, но здесь на самом деле мое самое любимое, потому что 2-й этаж, он очень живой, то есть... Да, сын. Привет. Самый кайф вообще, если честно, этого дома, вот мне как обычному человеку, это вот гостиная, где вот это вот все, да, панорамные окна, ребята знают, насколько я их обожаю, это вообще очень круто. И даже сюда поднимаясь, вот то, про что мы говорили, с 1-го этажа не так хорошо видно, здесь просто потрясающий вид, именно вот если вот с этого вот ракурса посмотреть, даже вот посмотри, не выходящий на балкон, смотри, какой ракурс, даже несмотря на то, что стройка, не стройка. Итак, давай посмотрим, что здесь вообще у нас происходит. Наверное, начнем мы как раз вот при подъеме, да, вот с этой вот прям вот комнаты. Слушай, это, наверное, очень будет крутая комната, это основная, да, жилая комната? Да, это получается спальня на 2-м этаже со своей гардеробной комнатой. И здесь, конечно, хочется отметить вот этот вот шикарный вид. Да ты не то показываешь, иди сюда, я тебе... Смотри скорее.
Смотри, там что у нас. И вот там вот, смотри, вот там вот, короче, солнышко садится, понял? Там солнышко садится, и ты вот здесь вот сидишь, свой шезлонг этот поставил, и вот там вот так вот. Морковку жует? Да, все садится. Ой. Я прям уже на шезлонге просто так. Предельно светлая, крутая комната. Она, кстати, очень похожа на комнату на первом этаже тоже. Так что очень здорово, но здесь вид, конечно, вообще просто без комментариев. Погнали дальше. Здесь я уже знаю, здесь тоже это получается хозяйская, да? Санузел. Здесь общий тоже санузел на этаж. Вот, на я бы сделал себе здесь свой, да, чтобы присесть спокойненько. Вот. Здесь еще был один прикол с этим домом. Я думаю, Катя прекрасно его помнит. Когда конкретно этот дом, по-моему, то ли этот, то ли следующий, убрал человек вот эту стенку. Покупает заказчик как под арендный бизнес, а цены, между прочим, здесь очень бодрые, то есть сейчас, сами понимаете, не у всех есть возможность ломануться за границу. Все Истринское водохранилище вообще в принципе занято, потому что вот на катерочке катался, кто сторис смотрел, видели то, что вообще все абсолютно везде битком. Человек взял и рассматривает как арендный бизнес, то есть он захотел здесь может пожить, захотел может в принципе уехать и сдавать этот дом. Здесь он полностью убрал раз-два, то есть 2 стены, и сделал здесь, по-моему, что-то типа бара, да, он хочет сделать? Да, что-то. Вот да. Это на самом деле очень крутейшая идея, потому что если при учете того, что здесь будет открытая зона, то... Я обратил внимание, что очень много света. Да. И представь, вот насколько круто выйти просто вот здесь вот почилить на крыше, кстати, на которую мы именно сейчас и направляемся. Итак, эксплуатируемый балкон, или вообще, как он правильно называется? Терраса, крыша эксплуатируемая. Как вот это вообще возможно? Потому что, ну смотри, она, во-первых, огромная. То есть снизу кажется, что как-то не так много места, но ты говоришь, здесь 75 квадратов. Да. Но если что, у меня квартира, да, в свое время была 30 квадратов, как бы двушка. Что здесь будет? Да здесь на самом деле все что угодно можно шезлонги, расположить. Барбекю, барбекю. Тут, ну, бассейн. Ну, да, маленький бассейн тоже здесь вполне себе. Вот. А сколько людей здесь можно собрать? Слушай, ну да, здесь прям можно столики поставить, вообще просто очень круто. Здесь вообще можно, короче, упороться на самом деле, ребят, и сделать вот здесь вот все продумано под слив. То есть здесь можно делать хоть, как она это называется правильно? Да, Сколько можно, блядь? Наливной вот это вот, типа джакузи такой, да, и вот это вот чилишь, отдыхаешь. В принципе, полет фантазии, он безграничный. Но терраса, конечно, впечатляет. Такой вид, это как раз-таки вот на закат, здесь вот закатное солнце. Слушай, здесь очень красиво. Да, кстати, ребят, очень важная тоже новость, да, так скажем, многих заинтересует, потому что кто постарше, тот в первую очередь задаст вопрос, будет ли застраиваться вот эта вот линия, то есть все, что до воды. Ребят, ну давайте я вам так скажу, совершенно случайно получилось так, что если открыть документы, вот это вот с водичкой, да, ну, так получилось, что здесь нельзя больше ничего строить, абсолютно. Не знаю, как так получилось, Егор. Да, в общем, вот этот вот вид, он навсегда останется и сохранится. Итак, друзья мои, ну что ж, пришло время прощаться с нашим прекрасным архитектором и перейдем дальше. Еще есть о чем рассказать и есть что показать. Спасибо тебе большое и хорошего дня. И вам спасибо. Давайте, погнали. Друзья мои, также огромный плюс этого поселка. Он заключается в следующем. Общепоселковая ливневая канализация. Воды на вашем участке не будет. Не будет вот этих вот бесконечных запрудов. Неожиданно. Вы знаете, то, что я не так давно снимал дома по разным поселкам в разных местах. И в лесу там, и в другом месте. И везде это обычный выкопанный вот этот овраг. Это дай бог, если такое есть. Везде грязище, дождище, дерьмище. Здесь все есть. Здесь там, ребят, переливные колодцы. То есть здесь все подготовлено и готово, в общем-то, к эксплуатации. А у нас в поселке газ. Хейтеры, люблю вас. А у вас, друзья мои, в этот поселок проведен газ и уже выведены трубы к каждому дому. Мы успели попасть под программу газификации. И, в общем-то, в поселке все готово к запуску уже газоснабжения непосредственно к домам. Так что это огромный плюс в наше время. И я считаю, вот такая тема. Трубы уже все закопаны. И, в общем-то,
ждут ввода в эксплуатацию. Итак, дорогие друзья, финал ОЧК. Что мы имеем? Мы имеем очень хороший продукт, который, я уверен, очень быстро разлетится, потому что уже более половины домов либо забронировано, либо куплено. Также, друзья, у меня будет здесь свой дом. То есть, в принципе, можем жить рядом, вместе, будем соседями. Вот. Ценники, все остальное вы можете найти на сайте. Ссылка будет внизу в описании, в самые первые, кого заинтересует. Ну и самое главное, я привык делать хорошие, качественные проекты и участвовать в хороших, качественных вещах. Будь то клуб, будь то мерч, будь то сам канал, будь вообще все, что угодно. Подобных проектов и просто где-то в меньшей, где-то в большей степени их много. Это не один такой проект. Говорю вам просто к тому и веду к тому, что можно, в принципе, реально за хорошие деньги купить хороший, толковый, качественный дом, который, ну, я думаю, что вы реально от него кайфанете. Потому что сам по себе проект с крышей, с панорамными окнами, с эксплуатируемой, да, крышей. Это очень крутая тема, которая реально всем зайдет, будь то молодняк, либо просто взрослые люди, которые захотят там же позагорать, отдохнуть. До воды близко. Это я еще молчу про то, что в зиму здесь уже будут вбиваться сваи, так как мы взяли в аренду всю прибрежную вот здесь часть. То есть здесь будет свой пляж, здесь будет своя зона отдыха, то есть гидроциклы, всякие квадроциклы, катера, место для хранения всего этого. Короче, все подходят очень толково. И самое главное, дом беру здесь не только я, а все инвесторы, то есть люди, которые, в принципе, сюда вложились и строятся, также здесь будут проживать. Ну, выводы делайте сами. Вы очень удивитесь проделанной работе через где-то 1,5-2 месяца. Если интересно, пишите, запилю. Ну что, я на стрим.